За этими слезами скрывалась тайна, которую никто не должен был услышать. И когда Чингук наконец заговорил, в комнате воцарилась гробовая тишина. Фанаты по всему миру теперь ставят под сомнение все, во что они верили относительно отношений Тэхёна и Чингука. Это не просто очередной эмоциональный момент, это правда, которую они пытались скрыть. И как только вы ее услышите, вы больше никогда не посмотрите на них прежними глазами. В комнате было тихо. Не той мирной тишиной, а той, что давит на грудь, тяжелой и беспощадной, словно каждый присутствующий знал, только что произошло нечто непоправимое. Тэхён сидел на краю дивана, его руки дрожали на коленях. Глаза были красными, влажными и пристальными. То, что сломалось внутри него, нельзя было исправить простым извинением. Это было глубже, старше этого момента и гораздо опаснее. И все же камеры работали. Музыка не звучала, только тишина и груз всего того, что они так и не произнесли. Чингук стоял в нескольких шагах, словно застыв. Впервые за долгие годы он не знал, как подойти к Тэхёну. Он и раньше видел, как тот плачет. Видел, как он борется. Но это было другое. Это была не просто боль, это был крах. «Почему ты не сказал мне?» Прошептал Тэхён, его голос едва не срывался. «Почему я должен был узнать об этом вот так?» Чингук тяжело сглотнул. То, что обнаружил Тэхён, ударило по самому живому, а то, что скрывал Чингук, теперь грозило уничтожить те крупицы доверия, что у них остались. «Я пытался защитить тебя», — тихо сказал Чингук. Тэхён горько рассмеялся, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Защитить меня? Ты годами заставлял меня верить в ложь. Ты позволял мне стоять там и улыбаться, в то время как все остальные знали правду». Чингук опустил взгляд. Он не мог смотреть Тэхёну в глаза. В этот момент все поняли, что-то пошло очень, очень не так. Связь, которую они строили, та, что видели фанаты, та, что казалась нерушимой, трещала по швам в реальном времени. «Кем я был для тебя?» — спросил Тэхён, его голос дрогнул. «Я был просто удобен». Сердце Чингука бешено забилось. «Нет», — отрезал он мгновенно. «Никогда». «Тогда кем?» — выпалил Тэхён. «Потому что прямо сейчас кажется, что я был последним человеком, с которым ты счел нужным быть честным». Тишина снова поглотила комнату. Чингук открыл рот, чтобы что-то сказать, закрыл его и попробовал снова. Были вещи, которые он носил в себе так долго, что они, казалось, срослись с его костями, слова, которым не суждено было увидеть свет, истины, которые, будучи однажды произнесенными, невозможно забрать назад. А Тэхён стоял прямо перед ним, разбитый и ждущий. «Я не думал, что ты переживешь это, если узнаешь», — наконец выдавил Чингук. Тэхён замер. «Что?» — прошептал он. Чингук неровно вздохнул. «Тебе и так было больно, ты и так нес слишком много. Я думал, если ты узнаешь то, что знаю я, это тебя уничтожит». Тэхён посмотрел на него так, словно видел впервые. «Значит, вместо этого», — медленно произнес Тэхён, — «ты заставил меня жить во лжи». Чингук кивнул. Это единственное движение ранило сильнее любого крика. Тэхён встал, его кулаки сжались. «Ты не имеешь права решать за меня, сколько правды я смогу вынести». «Я знаю», — голос Чингука сорвался. «Но мне было страшно. Не за себя, за то, что станет с нами». Смех Тэхёна на этот раз был пустым. «С нами?» Он подошел ближе, так близко, что Чингук почувствовал жар его гнева. «Ты уничтожил нас в тот самый момент, когда предпочел мне молчание». Глаза Чингука наполнились слезами. До этого он не плакал, но теперь сдерживаться было невозможно. «Это еще не все», — прошептал он. «Есть кое-что, чего ты до сих пор не знаешь». Тэхён перестал дышать. Воздух казался наэлектризованным, опасным. «Что именно?» — спросил он. Чингук колебался, потому что все, что он скажет дальше, не просто причинит боль, это изменит абсолютно все. И как только правда выйдет наружу, пути назад не будет. Молчание Чингука затянулось. Тэхён чувствовал его как лезвие у кожи. «Говори», — потребовал Тэхён. «Что бы ты ни скрывал, просто скажи это». Кадык Чингука дернулся.
Его руки дрожали, и впервые Тэхён осознал нечто пугающее. Чингук боялся не просто ранить его, он боялся разоблачения. Принимались решения, медленно начал Чингук, тщательно подбирая слово. Вещи, которые происходили за твоей спиной. Не потому, что ты был неважен, а потому, что ты значил слишком много. Тэхён пристально смотрел на него. Ты все еще лжешь. Думаешь, я не узнаю этот взгляд? Продолжал он. Этот блеск в глазах. Ты пытаешься смягчить что-то уродливое. Чингук закрыл глаза. Когда все начало рушиться, тихо сказал он, ты уже тонул. Ты истязал себя, пока не перестал спать, дышать, пока не перестал понимать, что реально, а что нет. Я видел, к чему все идет. Холод пробежал по спине Тэхёна. И тогда я сделал то, чего не должен был, продолжил Чингук. Я согласился на кое-что, что сохранило бы тебя в безопасности, но ценой. Сердце Тэхёна заколотилось. Ценой чего? Чингук посмотрел на него, по-настоящему посмотрел. Его глаза были красными и воспаленными. Твоей свободы-то? Эти слова ударили сильнее любой пощечины. Моей чего? Прошептал Тэхён. Было давление, сказал Чингук. Они хотели контролировать то, как ты говоришь, как ведешь себя, сколько самого себя тебе позволено показывать. Они боялись твоего срыва, боялись того, что ты можешь наговорить. И я... Его голос дрогнул. Я пошел на это. У Тэхёна закружилась голова. Ты позволил им запереть меня в клетку. Тихо спросил он. Я думал, это временно. Поспешил оправдаться Чингук. Я думал, если я подыграю им, если успокою их, они ослабят хватку. Но вместо этого она стала только крепче. Тэхён отшатнулся, словно от удара. Все те разы, когда ты велел мне молчать, быть осторожным, не реагировать. Его голос задрожал. Это был ты. Чингук кивнул, слезы наконец хлынули из глаз. Я пытался защитить тебя от чего-то худшего. Что может быть хуже этого? Рявкнул Тэхён. Жить так, будто я сам себе не принадлежу. Чингук не ответил, и это напугало его еще больше. Чингук, медленно произнес Тэхён, чего еще ты не договариваешь? Чингук вытер лицо, тяжело дыша. Если бы ты сопротивлялся, если бы отказался, они были готовы отобрать у тебя все. Проекты, возможности, даже твой голос. В груди Тэхёна все сжалось. Ты хочешь сказать, что вся моя жизнь была предметом переговоров за моей спиной? Да. Это слово прозвучало как приговор. Долгое время ни один из них не проронил ни слова. Тишина не была пустой, она кричала. Ты смотрел, как я разваливаюсь на части, тихо сказал Тэхён. Ты видел, как я винил во всем себя. И ты все равно ничего не сказал. Лицо Чингука исказилось от боли. Я пытался сохранить тебе жизнь. Тэхён издал надрывный смешок. Это была не жизнь. Я выживал в клетке, которую ты помог построить. Чингук опустил взгляд. Есть еще кое-что, прошептал он. Кровь застыла в жилах Тэхёна. Конечно, есть. Чингук помедлил, а затем произнес. Причина, по которой они так боялись тебя, заключалась не только в твоем ментальном состоянии. А в чем же? В том, что ты начал осознавать, что происходит на самом деле, и был близок к тому, чтобы сказать об этом вслух. Глаза Тэхёна расширились. Что я собирался сказать? Чингук посмотрел на него, и на его лице был написан неприкрытый страх. Правду, которую они до сих пор не хотят открывать миру. Тэхён чувствовал, как пульс стучит в ушах. «Правду о чем?» – спросил он. Чингук ответил не сразу. Он прошелся по комнате, запустив руку в волосы, словно пытаясь вырвать мысли из собственной головы. «Правду о том, насколько все, что мы показываем миру, сконструировано», – наконец сказал он. «О том, как мало в этом принадлежит нам самим». Челюсть Тэхёна напряглась. «Я и так это знал». «Нет», — резко возразил Чингук. «Ты начал узнавать гораздо больше. Ты начал связывать факты. Графики, которые не имели смысла. Интервью, прописанные до каждого вздоха. Моменты, которые редактировались до тех пор, пока из них не исчезали живые эмоции.
Тэхён вспомнил это. То странное, тошнотворное чувство, что что-то не так, что улыбки вымучены, что даже его печаль была кем-то одобрена. «Они боялись, что ты это скажешь», — продолжал Чингук. «Что ты расскажешь людям, что мы не всегда в порядке, что некоторые из нас ломаются, что сказка, которую они продают, не совпадает с реальностью, в которой мы живем». Тэхён пристально посмотрел на него. «И ты помог им остановить меня». «Я помог выиграть себе время», — отчаянно сказал Чингук. «Я думал, если все стабилизируется, если давление утихнет, мы сможем исправить это вместе». «И это когда-нибудь помогало?» — спросил Тэхён. Чингук промолчал. Это был исчерпывающий ответ. «Значит, мой срыв не был сюрпризом», — тихо сказал Тэхён. «Он был неизбежен». «Да», — прошептал Чингук. Тэхён почувствовал, как внутри него все онемело. «И когда я, наконец, сломался, ты все равно не сказал мне, почему». «Я боялся», — сказал Чингук. «Боялся, что ты меня возненавидишь». Тэхён сделал шаг к нему, его голос дрожал от чего-то более темного, чем гнев. «Ты не имеешь права скрывать правду только потому, что боишься моей реакции». Чингук кивнул. «Я знаю, поэтому я рассказываю тебе все сейчас. Абсолютно все». Чингук помедлил. Глаза Тэхёна стали жесткими. «Все». Чингук глубоко вздохнул. «Были моменты, которые ты считал спонтанными. Моменты, которые ты считал настоящими, но они были спланированы. Даже кое-что между нами». Тэхён замер. «Между нами?» «Они продвигали нужные им нарративы», — признался Чингук. «Они формировали то, как нас видят, насколько близкими мы кажемся, во что должны верить фанаты». В груди Тэхёна все сжалось. «Ты хочешь сказать, что наша связь была маркетингом?» «Нет», — быстро ответил Чингук. «Наша связь была настоящей, но ее части использовали, растягивали и превращали в то, чем она не являлась». Тэхён выглядел так, будто земля ушла у него из-под ног. Все эти взгляды, эти моменты, люди, анализирующие каждую улыбку. Он покачал головой. «Они играли нашими жизнями, а я позволял им». «Я тоже позволял», — сказал Чингук, и его голос сорвался. Тэхён отвернулся, прижав руку к лицу. Все его тело дрожало. «Знаешь, что больнее всего?» — прошептал он. «Не то, что они это сделали, а то, что ты знал и молчал». Чингук подошел ближе. «Я не знал, как остановить это, не уничтожив все вокруг». «Может быть, все и должно было быть уничтожено», — горько сказал Тэхён. Чингук вздрогнул. «Есть еще кое-что», — тихо произнес он. «Самое страшное». Тэхён медленно обернулся. «Не думаю, что я вынесу еще одно, самое страшное». «Ты должен», — сказал Чингук. «Потому что именно поэтому они до сих пор следят за тобой». Сердце Тэхёна пропустило удар. «Следят за мной». «Они думают, что ты все еще можешь заговорить», — сказал Чингук. «Что ты можешь рассказать миру, что на самом деле с тобой произошло». Холодный страх охватил Тэхёна. «И если я это сделаю?» — спросил он. Голос Чингука превратился в едва слышный шепот. «Тогда все рухнет». Тэхён посмотрел на Чингука, и на него снизошло медленное, опасное спокойствие. «Так вот оно что», — сказал он. «Вот почему все смотрят на меня так, будто я бомба с часовым механизмом». Чингук кивнул. «Они не знают, что именно ты помнишь. Не знают, что ты сложил воедино, но они знают, что тебя больше не так легко контролировать». Тэхён издал тихий, надрывный смешок. «Забавно. Я так долго считал себя слабым. Оказывается, я был просто неудобен». Чингук не стал спорить. «В ту ночь, когда я потерял сознание», — продолжал Тэхён, — «я твердил, что чувствую, будто исчезаю, будто я не настоящий. Ты сказал мне, что я просто устал. Сказал, что это пройдет». «Я лгал», — признал Чингук. «Я знаю». То, как Тэхён это сказал, было хуже любого крика. «Они боялись, что я заговорю», — пробормотал он. «Поэтому заставили меня сомневаться в себе».
заставили меня почувствовать себя сумасшедшим. Глаза Чингука снова наполнились слезами. Да. Тэхён неровно вздохнул. И ты помогал им в этом? Чингук выглядел так, будто его ударили под дых. Я думал, что спасаю тебя. Стирай меня? Спросил Тэхён. У Чингука не было ответа. Тэхён подошел к окну, глядя в темноту. Мир снаружи казался таким обычным, не затронутым той тихой войной, что шла у него внутри. «Я кое-что помню», — медленно сказал Тэхён. «Фрагменты. Разговоры, которые обрывались, когда я входил. Совещания, на которых внезапно воцарялась тишина. Изменения в графике без объяснения причин». Чингук почувствовал, как в груди все сжалось. «Я помню, как мне говорили, что говорить», — продолжал Тэхён. «Что не говорить, даже как себя чувствовать. Я думал, это дисциплина, но это был контроль. Да. И когда я начал сопротивляться, все стало только хуже». Чингук кивнул. Тогда-то они и испугались. Тэхён повернулся к нему. «Ты сказал, что они все еще следят за мной». «У них везде свои люди», — сказал Чингук. «Не только камеры. Люди, которые слушают и докладывают». Челюсть Тэхёна сжалась. «Значит, этот разговор опасен». Чингук замолчал. Тэхён почти рассмеялся от абсурдности ситуации. Два человека, которые должны быть свободны, шепчутся как преступники. «Почему ты рассказываешь мне об этом именно сейчас?» — спросил Тэхён. Чингук замялся. «Потому что я больше не могу тебе лгать. Не тогда, когда ты снова так близок к срыву». Тэхён пристально посмотрел на него. «Ты боишься, что я заговорю?» «Я боюсь того, что они сделают с тобой, если ты это сделаешь». Тэхён подошел вплотную. «А что, если мне надоело бояться?» У Чингука перехватило дыхание. «Тогда они не будут деликатными». Глаза Тэхёна горели. Они никогда и не были деликатными. Тишина снова воцарилась между ними, густая и наэлектризованная. «Есть еще кое-что, чего ты мне не сказал», — произнес Тэхён. Сердце Чингука ушло в пятки. «Как ты узнал?» «Потому что ты все еще что-то скрываешь», — ответил Тэхён. «Есть одна истина, которая пугает тебя больше всех остальных». Чингук закрыл глаза. «Это о том, что случится, если ты не замолчишь», — прошептал он. Холод пробежал по телу Тэхёна. «И что же случится?» — спросил он. Чингук посмотрел на него с неприкрытым ужасом на лице. «Они готовы сделать так, чтобы ты исчез». Тэхён не шелохнулся. «Исчез?» — повторил он. «В смысле?» «Тихо отстранен. Забыт». Чингук покачал головой. «Я имею в виду, стерт», — сказал он. «Твой голос, твое присутствие, твое влияние. Не физически мертв, но стерт настолько, что тебя больше никто не услышит». Тэхён почувствовал, как по жилам разливается холод. «Так вот какова угроза», — медленно произнес он. «Не смерть. Тишина». Чингук кивнул. «Им не нужен скандал. Им нужно послушание. Если ты его не дашь, они похоронят тебя под таким слоем шума, что ни одно твое слово не будет иметь значения». Тэхён рассмеялся, но в этом смехе не было веселья. Они уже пытались. Когда я ломался, когда сомневался в себе, это были они. «Да. И ты стоял и смотрел». Чингук вздрогнул. «Я стоял там и пытался не дать тебе перестать дышать». Тэхён прошел мимо него, мечась по комнате, словно шторм, запертый в человеческом теле. «Ты хоть знаешь, каково это — чувствовать, что твои мысли тебе не принадлежат? Задаваться вопросом, настоящая ли твоя печаль или ее в тебя подсадили?» Чингук не ответил. «Раньше я думал, что я слаб», — продолжал Тэхён, «что я не справляюсь с давлением. Но теперь я понимаю, они давили на меня намеренно». «Да. И каждый раз, когда я приходил к тебе», — Тэхён резко обернулся. «Каждый раз, когда спрашивал, не случилось ли чего, ты смотрел мне в глаза и говорил, что я все придумываю». Глаза Чингука наполнились слезами. «Мне очень жаль». «Твое «жаль» не вернет мне эти годы», — отрезал Тэхён. Казалось, воздух вокруг сейчас разлетится на осколки.
«Есть еще кое-что», — внезапно сказал Тэхён. Чингук замер. «Что?» «Если они так боятся, что я заговорю», — произнес Тэхён, — «значит, я уже что-то сказал однажды. Что-то, что их напугало». Чингук побледнел. «Я вижу это по твоим глазам», — настаивал Тэхён. «Я не всегда молчал. Я просто не помню». Чингук выглядел так, будто его загнали в угол. «Говори», — потребовал Тэхён. «Что я сказал?» Чингук заколебался. «Ты был измотан. Ты не спал. Ты думал, что ты один. И ты записал кое-что». Чингук прошептал: «Сообщение. Ты говорил о том, как тебя контролируют, как ты чувствуешь себя в ловушке. Ты сказал, что если с тобой что-то случится, люди должны знать почему». Сердце Тэхёна упало. «Я этого не помню». «Они позаботились о том, чтобы ты не вспомнил», — сказал Чингук. «Они удалили это, вычистили, но только после того, как сами это увидели». Руки Тэхёна задрожали. «Значит, я пытался рассказать правду, и они заставили меня замолчать». «Да. А ты?» — тихо спросил Тэхён. «Что сделал ты?» Чингук закрыл глаза. «Я убедил их не давить на тебя еще сильнее. Я пообещал, что ты будешь молчать». Тэхён уставился на него. «Ты променял мой голос на их милость. Я променял твой голос на твою безопасность». Тэхён отступил назад, словно пол под ним треснул. «Она все еще у тебя?» — спросил он. Дыхание Чингука перехватило. «А чем ты?» «Запись. Та самая вещь, которую я сделал». Чингук не ответил. Глаза Тэхёна сузились. «Она у тебя, верно?» Чингук отвел взгляд. «Где она?» — потребовал Тэхён. «Если она когда-нибудь всплывет, — сказал Чингук, — все закончится. Для тебя. Для всех нас». Голос Тэхёна опустился до опасного шепота. «Тогда, может быть, всему и пора закончиться». Чингук посмотрел на Тэхёна так, словно не узнавал его. «Не говори так», — прошептал он. «Ты не понимаешь, о чем просишь». Тэхён подошел ближе, его глаза были темными, сосредоточенными, больше не разбитыми, теперь они пробудились. «Я прекрасно понимаю, о чем прошу», — сказал он. «Я требую вернуть мне мою жизнь». Чингук покачал головой. «Если эта запись появится, они придут не только за тобой. Они уничтожат каждого, кто с тобой связан. Меня, остальных, твою семью, они сделают все чисто, так, будто ничего и не было». Тэхён даже не вздрогнул. «Так вот каков поводок», — сказал он. «Они накинули его на всех вас, чтобы я молчал». Голос Чингука сорвался. «Я не хотел, чтобы ты был в этом один». «Ты уже сделал меня одиноким», — ответил Тэхён. Тишина снова воцарилась между ними, но на этот раз она была другой. Она не была тяжелой, она была опасной. «Где она?» — спросил Тэхён. Чингук посмотрел на дверь, затем снова на него. «Не здесь». «У кого она?» «У меня», — сказал Чингук. «Но не с собой». Глаза Тэхёна сверкнули. «Значит, она все еще существует?» «Да. И ты ее сохранил?» «Я не смог ее уничтожить», — признался Чингук. «Потому что какая-то часть меня знала. Однажды она может тебе понадобиться». Тэхён медленно выдохнул. «Тебе следовало сказать мне. Я боялся, что ты пустишь ее в ход».